Мы продолжаем путешествие по Мальте и снова отправляемся вглубь веков. В первом фильме мы рассказали о геологии островов. А во втором об эпохе неолита, когда на Мальте были воздвигнуты мегалитические сооружения. Сегодня мы расскажем о том, какие мореплаватели сделали Мальту Мальтой и какие следы этих людей на Мальтийских островах по-прежнему можно видеть не только в музеях. Вы также узнаете, в каких других странах можно увидеть следы этих мореплавателей, поэтому обязательно досмотрите до конца. После неолита наступил бронзовый век, который длился почти 2000 лет. Но на Мальте никаких руд нет вообще, весь металл привозной. Поэтому от бронзового века остались лишь черепки от посуды и погребальных урн. Также остались загадочные борозды на каменистой поверхности. Есть несколько гипотез их происхождения, но ни одна из них не кажется убедительной. Бронзовый век – это было еще доисторическое время, а настоящая история началась, когда на Мальту приплыли финикийцы. А, кстати, а вы знаете, почему финикийцы называются финикийцами? Вы думали, это от фиников? Нет. Считается, что финиковая пальма происходит из Месопотамии, и что финик назвали фиником греки, потому что она росла там, где жили финикийцы. Возможно, именно благодаря им теперь финиковая пальма распространена в странах вокруг Средиземного моря. И вы можете узнать об этой особенной культуре в одном из фильмов нашей марокканской серии. Кстати, финики из каких стран вам нравятся больше всего? Напишите в комментариях. Финикийцы назвали их греки. То есть по-гречески финики – это значит люди в красном или красные люди. Дело в том, что финикийцы носили одежды такого багряного, по-английски purple цвета, и вот торговали с греками. И вот это вот греческое прозвище «красные люди» закрепилось в историографии, так их вот называют финикийцы. Красная краска финикийцев очень ценилась в древности, потому что окрашенная ею одежда под воздействием дождя и солнца не только не выцветала, но даже становилась ярче. Но эта краска была очень дорогой, и к ней относились как к предмету роскоши. Поэтому такие красные одежды демонстрировали самые богатые персонажи праздника трех царей, которые вы можете увидеть в нашем фильме об острове Госа. Античный пурпур добывали из желез брюхоногого моллюска мурекса. Для получения красителя, которым можно окрасить 1 килограмм шерсти, требовалось не менее 30 тысяч моллюсков. Финикийцы добывали моллюсков в море, а затем стали разводить их в специальных фермах, типа устричных. Для этого они выдалбливали специальные бассейны в камнях у моря. Очень похожие углубления на морском берегу мы видели на острове Гоза, и там в отложениях видны остатки раковин. Но финикийцы торговали не только красителями. В мультфильме об Астериксе и Обеликсе есть персонаж-торговец, которого зовут Экономикризис. Это финикиец. Финикийцы поняли, что торговлей можно получить намного больше, чем грабежами. Финикия была расположена на территории современного Ливана, но финикийцы плавали по всему Средиземному морю и за его пределами. На пути они основывали торговые колонии. Мальта их привлекла своими бухтами и расположением между Финикией и богатой рудами Испании. Необходимые морякам вода и еда с Мальты были ценными ресурсами в этом районе Средиземного моря. С людьми, которые тогда населяли Мальту, конфликтов у финикийцев не было. Об этом говорит отсутствие в археологических слоях того времени следов массовых убийств и разрушений. Финикийцы стали селиться на Мальте и стали местной элитой.
Однако от финикийских построек сохранились в основном лишь остатки фундаментов. Самый высокий дом, который считают финикийским, находится в городе Зуриек. Он был изображен на рисунке Жана Уэля и назван греческим домом. Дэвид Трамп считал, что этот дом построен на большом финикийском могильнике. Сейчас здесь дом приходского священника. Стены венчает карниз из волков и полы лепнины. Большинство финикийских предметов на Мальте найдено в захоронениях возле Мдины. Тогда этот город назывался Маллет. Были даже найдены финикийские саркофаги. Наиболее примечательные финикийские экспонаты были обнаружены на холме возле селения Тас-Силк. Мы проходили через это селение, но место раскопок можно посетить только по предварительной записи. Неподалеку находится здание церкви, а во времена Жана Уэля здесь была стена древнего храма. На другой картине Уэля изображены предметы, которые позволили расшифровать финикийское письмо. Это ципусы. Мраморные столбики высотой примерно 1 метр. Внизу копическое основание с надписями. Одна на греческом, а другая на неизвестном языке. Они были найдены в 17 веке. Копии надписей переданы в Италию и Францию. Один из ципусов, великий магистр Мальтийского ордена Рахан, подарил Людовику XVI, и теперь он хранится в Лувре, а второй в музее на Мальте. Кстати, магистр Рахан присвоил статус города селению Зебудж, и ему там за это поставили арку. В 1758 году Жан-Жак Бартелеми смог расшифровать надпись на финикийском языке. Это была первая в мире расшифровка письменности, которая стала основой большинства современных алфавитных систем письма. Надпись была обращением за благословением финикийскому богу мореплавания Мелькарту. И это показывает, кто в финикийском пантеоне был главным богом. Финикийцы строили суда разных типов. Их торговые корабли имели закругленный корпус и гигантский прямоугольный парус в центре. Финикийские корабли украшали разнообразной резьбой и росписью. Среди них были глаза, которые должны были помочь кораблю видеть и устрашать врагов. И, возможно, глаза на мальтийских лодках Лоцу являются наследием финикийцев. Здесь мы видим типичную мальтийскую лодку. И фокус в том, что вообще у нее здесь нарисованы глаза, чтобы видно было, где вперед, где зад. Но, наверное, по какому-то местному поверью, если лодка стоит на приколе, на суше, глаза должны быть закрыты какой-то тканью. Давайте посмотрим, есть тут глаза или нет. Вот есть немножко. Вот смотрите, какие-то маленькие глазки. Вот иди сюда. Вот они закрыты тканью. Вот. И такую же лодку мы видели там. В заливе тоже была передняя часть закрыта тканью. В те времена среди тех, кто плавал по Средиземному морю, финикийцы имели преимущество, потому что на их родине росло уникальное дерево – ливанский кедр. Кедр, он рос очень высоким, до 30-40 метров. Древесина ливанского кедра не имеет сучков, что делает ее идеальной для изготовления судовых мачт. Древесина отличается устойчивостью к гниению, не разлагается в соленой воде и неуязвима для насекомых. Ливанский кедр позволил финикийцам стать одними из первых в мире мореплавателей. Также из этого дерева делали мебель и другие ценные вещи для торговли. На этих кораблях финикийцы достигали Мальты и останавливались в ее бухтах, например, в бухте Шленди. Бухта очень удобная, она закрыта от ветров. Тут, наверное, прятались моряки в самые разные эпохи. К сожалению, финикийский корабль немножко не дошел, затонул, жалко моряков, но зато сохранилось судно, и мы видели в музее амфоры и другие сосуды с этого финикийского корабля.
В 2014 году мальтийские археологи на глубине 125 метров обнаружили финикийское судно, и поднятые предметы стали экспонатами специального музея на острове Гоза. Однако у финикийцев были проблемы и посерьезнее крушения одного корабля. С востока их теснили воинственные племена. Рощи ливанского кедра были вырублены, новые суда было строить не с чего. Вырубки ливанского кедра продолжались и в последующие столетия. Теперь все эти деревья находятся под охраной. Поэтому финикийцы постепенно стали переселяться в свои колонии. Их главное пристанище называлось по-финикийски «Новый город» – Карфаген. Известно, что римляне разрушили Карфаген, и теперь его остатки находятся в Тунисе. Финикийцы основали неподалеку такие города, как Утика и Киркуан. Мы посетили эти места, осмотрели раскопки и подробнее расскажем об этом в цикле фильмов о Тунисе. Испанский город Кадис тоже был основан финикийцами, и мы планируем о нем рассказать. А на Мальте финикийцы стали карфагенянами. И поэтому здесь финикийский и пунический периоды фактически неразделимы. А потом более 100 лет бушевали пунические войны между Карфагеном и Римом. Как это отразилось на Мальте, мы, ваши гиды Татьяна Андреева, Лев и Константин Красовские, расскажем вам в следующем фильме. поэтому подписывайтесь на канал «Автозакордон» зимой и летом. Ставьте лайки, чтобы больше заинтересованных людей смогли увидеть этот фильм. А если вы хотите, чтобы этот фильм увидели именно ваши друзья, поделитесь с ними. Увидимся на Римской вилле!